Приветствую всех на моем канале. Последнее видео про такие вот аккумуляторы набрало очень много просмотров, очень много лайков. Было очень негативных, конечно, отзывов, что этот тест купленный. Но у меня на канале пока что нет никаких спонсоров. Все, что я покупаю, практически, особенно большими партиями, я покупаю за свои деньги. Бывает, подписчики присылают. Было несколько раз. Пару аккумуляторов присылали. И об этом я говорю на канале. Все остальное я покупаю за свои деньги. Как бы там не возмущались хейтеры. Но я не знаю вообще, почему могут возникнуть такие негативные отзывы. Ну возьми сам, купи, протестируй, потрать деньги. Писали также, что не может быть, 120 штук невозможно на пробу купить. Но вот я могу себе позволить. Продал машину и могу позволить себе вложить эти деньги. А ты вот попробуй взять вот так вот и вложить деньги во что-то. Какой-то проект. Рискнуть. Только и можешь писать там, сидя на диване, что ли. Злобные комментарии. Ну возьми, попробуй. Че, слабо, что ли? И так как видео набрало, довольно-таки много позитивных комментариев, люди пишут, отзываются, что очень хорошо. Кто-то даже пишет, что хочет купить большие довольно-таки партии этих аккумуляторов. Но я взял на тест и пока не знаю, что это за аккумуляторы. Вернее, мы их протестировали. Отдали даже больше, чем я ожидал. Конечно же, их нужно протестировать, погонять. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, 2,5 вольта мы оставим. Опять же, про тех хейтеров, которые пишут там 3,4, там 3,7 вольта разряжать. Я не знаю, в шары долбитесь или что. Многие производители тех же LG, Samsung, 30Q. Написано в даташитах 2,5 вольта. Мы же сравниваем китайские аккумуляторы с именитыми брендами. Поэтому и будем их также гонять. Абсолютно так же нагружать. 2,5 вольта. И не надо там писать злобных комментариев, до какого напряжения разряжать, что и как. Я сам все знаю, абсолютно точно. Все четко знаю. Захотел я делать такие же тесты, чтобы сравнивать с именитыми брендами. Я буду делать такие тесты. Хоть вы там запишитесь. Но это я так отступил. Нужно нам погонять аккумуляторы хорошенечко. Этот мы будем гонять током 2,5 ампера. Charge, discharge. Все видео я не смогу технически снять. Сниму только лишь результат. Заряд, разряд, циклы, 99 циклов. Начнем с заряда, так как он в режиме хранения. А второй аккумулятор мы зарядим также током 2,5 ампера. Будем заряжать каждый цикл. А разряжать будем 5 амперами. Без таких тестов, это будет, конечно, не полный тест этих аккумуляторов, без подобных прогонов. Тоже 99 циклов. Это максимум, на что способна эта зарядка. Погнали. Также хотелось сказать, что для этого теста я немножко тут заморочился, чтобы в случае чего, если свет выключат, блок питания регулируемый, от него запитал аккумулятор от шуруповерта свой 3-амперный. Там LG-шки стоят. И параллельно подключил зарядку. Чтобы если свет выключат, мы сможем где-то, при заряде 1,8 ампера идет ток. Получается, значит, мы сможем как минимум часик, думаю, проработать вот этого аккумулятора. На час очень редко здесь отключают свет. Я еще ни разу не гонял столько циклов аккумуляторы, сразу скажу. Поэтому я так думаю, что здесь будет отображаться количество циклов. Мы потом пролистаем, пройдем и посмотрим на динамику. Будет ли снижаться и насколько будет снижаться емкость. По идее она должна снижаться. И мы посмотрим 5 амперами разряд и 2,5 амперами разряд. Так, случилась засада. Оказывается, здесь зарядка запоминает последние сколько-то циклов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 циклов последних запоминает. И старые она удалять начинает. Здесь примерно 3360-3370, по-моему, было изначально. Прошло 17 циклов. 3309. Емкость зарядная. 3330 последнего разряда была емкость у этого элемента. Здесь уже гораздо быстрее циклы идут, потому что мы разряжаем 5 амперами. Уже сделано 22 цикла. И емкость последняя разрядная 3278. Это 21 цикл. Есть тенденция к снижению емкости, естественно. Я так думаю, надо будет каждый день включаться и
делать записи последних 10 циклов. Тот, который 5 амперами разряжается, как раз за сутки где-то 9 циклов проходит. Этот-то подольше, конечно. И я-то думал, можно будет сразу все прогнать и потом просмотреть все циклы сразу же. А нет, не получится. На 13 цикле было 3353 миллиампер-часа. Сейчас 21 цикл 3278. Это получается 50 миллиампер-час за 10 циклов. 50 миллиампер-час. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, пока вроде как неплохо. Надеюсь, дальше динамика снижения емкости замедлится. Ну, посмотрим, что будет в реале. Здесь бы нам посмотреть, сколько было потеряно за эти последние циклы. Было 3363, 3309. Ну, тех же 50 миллиампер-час. Получается, ток никак не сказывается, что ли? Ну, это да, чуть на несколько циклов больше прошел. Но получается, он большим током разряжается. И что 2,5 амперами разряжать, что 5 амперами. Получается, разница последних 10 циклов это 50 миллиампер-час. Ну, посмотрим, что дальше будет. Так, еще 10 циклов прошло. 32 цикл, 22 был 3287, 3282. Заряд-разряд соответственно. Это у правого. 32 цикл 3217, 3206. Это получается на 70 миллиампер-час в среднем. Уменьшилась емкость. Здесь 17 цикл был 3309 и 3324, а стало 3276, 3280. Это где-то на 60 миллиампер-час меньше сравнительно с 10 циклами ранее. Прошли еще одни сутки тестов. За эти 10 циклов, что прошли аккумуляторы, емкость у этого снизилась с 3206 миллиампер-часов до 3112. Ну, грубо говоря, на 88 миллиампер-час за 10 циклов. У этого аккумулятора с 3280 до 3226, чуть меньше. Но в целом я что хочу сказать, что мы идем в притирку с такими именитыми брендами, как LG и Samsung. У них 50 циклам потеря емкости 10%. Мы уже приближаемся к 50 циклам, и емкость также уменьшилась примерно на 10%. И это очень хорошо. Вопреки тем, кто писал злобные комментарии, что это постанова и тому подобное, что это куплено. Тесты говорят сами за себя. Поглядим, что дальше будет. Еще у нас впереди 60 циклов. Посмотрим. Надеюсь, все будет нормально. Не хочется верить, что китайцы могут делать что-то дешевле и довольно-таки качественно, потому что, здоровая конкуренция – это очень хорошо, и цена будет снижаться. Именитые бренды будут снижать тоже цены свои. Естественно, если на рынке появится конкурент, если, конечно, они злобные, его не задавят. Но так как это не прям такой какой-нибудь бренд, который можно поглотить, так как, к примеру, Panasonic поглотила кое-какие конвейерные линии Sanyo. Sony любит много чего поглощать, конечно. Китайцев, что смысл им поглощать? Смысл поглощать маленькие цеха, там, несколько этажей завода, потратить деньги, выкупить, а потом китайцы в соседнем квартале откроют еще одну конвейерную линию. Но это бессмысленно. И поэтому, думаю, цена будет падать, и это очень хорошо. Нам, как потребителям, это очень важно и очень хорошо. Еще на день мы приблизились к нашей цели. Прошло еще 10 циклов. Так, я полагаю, был 37-й последний. 3224 было. 3226. Так, значит, ищем 47-й теперь. 47-й. 3174, 3177 миллиампер-час. Здесь у нас было 42-й цикл 3108, 3112. Так, здесь у нас получился разрыв побольше, где-то 90 миллиампер-час. Все более и более интересней становится, чем ближе к концу. 100 циклов, конечно, будет более показательный результат. Прошел еще один день, посмотрим, что у нас здесь произошло. Тот, который 2,5 амперами разряжается, отдал через 10 циклов, 57-й цикл, 3130,
а было 3177. Это значит, разница за 10 циклов уменьшилась на 47 мАч. Тот, который 5 амперами, так, был 52, стал 62. Было 3029, стало 3979. 50 разница в 50 мАч, довольно-таки неплохая. Пошел 10-й день тестов. Правый аккумулятор я немножко на один цикл прозевал. Получается, не 10 уже будет, а 11 циклов спустя. Емкость стала 2937, была 2981. Это разница получается 44 мАч. Левый аккумулятор, который заряжается 2,5 амперами, 3083 емкость. 10 циклов спустя, а была 3130. Разница 47 мАч. Итак, спустя еще 10 циклов, что у нас получилось? Был 67, стал 77 цикл. Здесь было 3083, стало 3050 мАч. Итого разница за 10 циклов 33 мАч при токе 2,5 ампера. Здесь цикл был 73, стал 83, было 2937, стало 2884. Разница в 53 мАч. Осталось немного, продолжаем тестирование. Тест наконец-то закончен, пройдены последние циклы. Что можно сказать? 87-й цикл, емкость была 3004 мАч. Здесь последний 90-й цикл. Ну, здесь видите 3002 мАч. Стало 3011, потеря была за последние 10 циклов 7 мАч. В целом наблюдается тенденция к снижению потерь. Но в целом они были за все эти 100 циклов около 40-50 мА за 10 циклов. Здесь ситуация с этим аккумулятором, который разряжался 5 амперами, емкость 93-го цикла. Получается, у нас была 2878, а стало 2849. Потеря 29 мАч. За эти 10 циклов, вернее, это не 10 циклов получается, чуть меньше. Быстренько в Excel построил график, вы его можете сейчас видеть на экране. Видна зависимость. Падение сначала идет более сильное, потом оно замедляется. В жизни же ситуация будет получше, так как заряжаем и разряжаем мы аккумулятор далеко не всегда сразу же. Даже в заводском даташите у многих производителей пишется, что идет пауза в 30 минут между циклами. Но я не стал ставить паузы, так как тест 99 циклов станет длиннее на более чем четверо суток за счет этих пауз в 30 минут. Даташиты все сейчас также я приведу на экране. Даташиты именно на именитые марки. Sanyo. На Samsung я, кстати, даташиты нашел, но графиков по циклам я не нашел. Кто, может быть, знает, где такие есть даташиты, можете скинуть ссылочки. Я буду очень рад. Эти аккумуляторы особо ничем не хуже, чем именитые марки. Единственное, меня удивил Panasonic, который на 3400 мАч. Правда, они его не гоняют большими токами. Там 3 ампера, по-моему. Высокотоковые аккумуляторы Samsung 30Q, LG HG2, они более-менее держатся, их нагружают большими токами. Sony меня вообще разочаровала. Я как бы раньше не приглядывался к этим даташитам, но так как начал снимать этот ролик, начал изучать даташиты именно в плане количества циклов, сколько аккумуляторы служат, какие у них потери, ну, в данном случае на 100 циклах. И Sony, допустим, та же VTC6 очень сильно теряет емкость, это при том, что ее разряжают 7,5 амперами, VTC6 теряет 500 мАч. Из 3000 своих у нее через 100 циклов 2500 остается. VTC7 также довольно-таки сильное снижение емкости. Ток 5 ампер, из 3,5 остается 2880 примерно. Ну и так как я уже говорил, Panasonic меня больше всего радуют. Они, конечно, не высокотоковые, но по циклам они держатся очень хорошо. Прям графики у них более плавные, нет такого резкого снижения емкости. И данные аккумуляторы можно именно сравнивать именно с Panasonic, LG HG2 и Samsung 30Q. Это, конечно, с ними не совсем корректно сравнивать. Которые сейчас вы видите на экране, они высокотоковые. Тесты здесь приводятся большими токами, вдвое.
и более превышающие значение тока наших аккумуляторов в данном тесте. Но и стоят они, конечно, в 2 раза больше. Не для мощных конфигов такие аккумуляторы вполне пригодные для электротранспорта. Но, думаю, стоит еще протестировать и заморочиться с тестом 99, может быть, и 200 циклов. Ну, может быть, чтобы не затягивать видео, можно сделать 99 еще видео. И потом еще 99 циклов. Следующее видео. Я подпишу аккумуляторы, чтобы не перепутать их. На всякий случай, чтобы потом никто не говорил, что это подстава. Вот такие вот будут аккумуляторы. Ух ты. Аккуратно. Так можно и перемкнуть. Зарядка может сгореть. Кому понравилось, конечно же, ставьте лайки. Надеюсь, большинству все-таки понравится. Надеюсь, мы наберем достаточное количество лайков. И это даст большой стимул к дальнейшей работе. Это очень важно для меня знать, что вам нравится видео. И это очень сильно мотивирует на последующие ролики, особенно такие трудозатратные, как этот. Я считаю, что это один из самых трудозатратных роликов. Еще раз спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, видео вам понравилось. Заказывайте у продавца. Надеюсь, качество у него не ухудшится, по крайней мере пока. Также можете в комментариях делиться, когда вам будут приходить купленные эти аккумуляторы. Кто-то из вас же тестирует их теми же там опусами, хотя бы на емкость. Ну и желательно приобрести такой приборчик для замера внутреннего сопротивления. Он есть в описании, ссылочку я оставлю. Очень хорошая штука, сразу можно об аккумуляторе понять, что он и кто он по сопротивлению. 30 миллиом, как у этих аккумуляторов, это расчет на токи 5, ну максимум 10 ампер, но я думаю, что 10 ампер они долго не прослужат. Кстати говоря, сейчас можно замерить их внутреннее сопротивление. Я ведь хотел это сделать, чуть ли не забыл. Чтобы потом никто не говорил, что это подстава, все буду делать в одном кадре. Кому-то нравятся длинные видео, из-за этого получается, когда все без обрезок, без ничего, без монтажа, а кому-то вот не нравится. Так, 5 ампер, 41 миллиом. Стало, было 31, а тут что у нас? 39,9 миллиома. 40 миллиом. Ну что можно сказать? Сопротивление, естественно, оно и должно увеличиваться. Я считаю, что это очень хорошо. 100 циклов прошли, сопротивление увеличилось, в принципе, не сильно. Но как они себя дальше поведут, посмотрим, если видео вам понравится, лайков наберет, можно будет заморочиться, конечно, еще протестировать 100 и еще потом 100, а потом может еще 100, если те последующие видео будут нравиться. За эту цену $2,24, ну просто шоколад. Но считают 100 циклов отслужили за $2,24 в каком-нибудь 2013-2014 году. Об этом никто и не мечтал. Прогресс налицо, кому-то он покажется сильным, не сильным, но по крайней мере он есть. Кто не подписался, подписывайтесь. Надеюсь, видео понравилось, ставьте лайки, поддержите канал. До новых видео. Всем удачи и всем пока.